Всем огромнейший привет! С вами Екатерина и Обустроено. И сегодня мы наконец-то закончим наш ранункулюс. Чашелистик имеет форму капельки. У меня длиной 23 сантиметра и ширина 12,5. Да, можно даже сделать 12. Они не очень широкие у ранункулюса. 2-миллиметровый фоамиран. Обводим и вырезаем. Можно вырезать в 2 слоя. У меня ранункулюсов 2, поэтому я сразу на 2 буду вырезать чашелистики. Следующий этап — тонировка. Могу сразу сказать, он не обязательный, но свой чашелистик, то есть чашелистик ранункулюса, я немножечко подтонирую. Строительный колер, он у меня уже no name, названия в нем нет. Но немножко нужно приглушить мне вот этот яркий цвет зеленого. Если вы взяли другой оттенок зеленого, возможно, вам и не нужно будет ничего тонировать. Уже чуть поприятнее оттенок получился. Такой более естественный. Не знаю, на камере видно разницу, но мне нравится больше точно. Теперь будем придавать форму нашим чашелистикам. Нагреваем в верхней части. Собираем гармошкой и скручиваем. Только не сильно. Кишки им выдавливать не нужно. В одну сторону и в другую. Теперь прогреваем в нижней части. И проводим пальчиком, чтобы у нас появился объем. Вот такие чашелистики у нас должны получиться. Наклеивать мы будем, вот выпуклая часть будет у нас верхней. И вот так они аккуратненько лягут на наш ранункулюс. Теперь вооружаемся горячим пистолетом и приклеиваем чашелистик. Клеим так, чтобы он немножко заходил на трубу. А трубу, то есть основание, которое у нас будет вставляться на стебелек, мы затем обернем тейп-лентой. Я приклеила где-то сантиметра на 3 от основания до чашелистика. То есть вот эта часть, она будет такая подвижная, скажем. Листья у ранункулюса, если вы хотите, чтобы они были похожи именно на настоящие листья, имеют форму вот таких вот лапок с длинными пальчиками. Я вырезала 2 варианта, и у них достаточно длинная ножка. Если сделать это все из 2-миллиметрового фоамирана, форму держать листья не будут. Поэтому придется вот здесь по изнаночной стороне подклеивать проволоку до самого низа. То есть вот эти лапки будут держаться и ножка. Аналогично и с этим лепесточком. Но это в том случае, если вы хотите сделать реально похожие листочки ранункулюса. Если хотите, чтобы было просто
просто какие-то листочки, сделайте просто листочки. Мы будем делать вот такие. Да, долго, вырезать долго, делать долго. Кроме того, у ранункулюса еще этих листочков и много. То есть он не один где-то одинокий, а их достаточно большое количество на одном стебельке. Я буду делать в двух размерах, то есть вот этот, который есть, я обведу побольше, это будет побольше листочка, это будет поменьше. Теперь берем проволочку в ПВХ обмотке, это 1,5, и нарезаем кусочки в зависимости от того, сколько лапок листочка нам нужно будет поддерживать. В данном листочке я покажу на примере этого. Вот у нас будет одна лапка, мы ее будем поддерживать проволочкой. Вторая. Вот такая конструкция у нас будет приклеена с изнаночной стороны нашего листочка. Тогда у нас лапки не будут падать и листочек будет держать форму. Теперь нам проволоку нужно обернуть фоамираном, но фоамираном 1 миллиметровым. Для оборачивания проволочки можно использовать и 2-миллиметровый фоамиран, но если честно сказать, то его истончение еще то удовольствие. Поэтому лучше взять 1 миллиметровый, если будет зефирка, то вообще хорошо. Но если брать 2-миллиметровый, можно полностью абсолютно попасть в цвет листьев. Клею на космофен. Делаем красивый конец. Не забывайте систематически наносить клей, чтобы намотка не сползала потом. И вот таким вот образом будем приклеивать. Сейчас же заготавливаем еще 2 проволочки. Проволочки я скрутила вместе и точно так же фоамираном обернула ножку. Теперь нам нужно наш каркас приклеить к листочку. Да, этот способ долгий, куда быстрее будет просто наклеить проволочку и сверху заклеить полосочкой фоамирана, но вот такие листочки, они, мне кажется, выглядят аккуратней и как-то естественнее, интереснее. Теперь в нижней части заворачиваем наш листочек в фоамиран, хорошенько в натяжку, и формируем ножку. Она будет достаточно толстенькой. Аналогичным образом собираем остальные листочки и вставляем их в стебелек. Стебельком будет металлопластиковая труба, 20-ка, обернутая самой обычной тейп-лентой подходящего цвета.